Всем привет! Сергей Васильевич Рахманинов являлся эмигрантом, у которого были идеологические расхождения с советской властью и ее неприятие. Это в свое время побудило его покинуть страну. О том, что было дальше, я расскажу в этом видео. Волны эмиграции захлестнули Россию 100 лет назад. Около 3 миллионов человек покинули страну после событий 1917 года и последовавшей за ними гражданской войны. Красный террор буквально вымыл из страны большую часть творческой интеллигенции. Так, в полном расцвете творческих сил Россию покинуло немало выдающихся представителей русской литературы, музыкантов, художников, артистов и философов. Постоянное вмешательство партии в дела искусства, запрет на свободу слова и печати, преследование, понимание того, что в сложившихся условиях русские культурные традиции будут растоптаны или поставлены под тотальный контроль новой власти, ценя превыше всего свободу творчества и слова, интеллигенция избрала удел эмигрантов. Судьба их была разной. Одни остались на чужбине на всю жизнь, другие вернулись, чтобы умереть на родине от старости. Третьи не смогли принять диктатуру советской власти и покончили жизнь самоубийством. Ну и, наконец, четвертые, которые были репрессированы. Но у всех у них было общее. Это клеймо врагов народа, которое оставалось неизменным. Вскоре после революции 1917 года Рахманинов вместе с семьей отправился в Стокгольм. Его пригласили дать ряд концертов в Европе, а затем в Нью-Йорке. В Россию Сергей Васильевич больше так и не вернулся. Чтобы хоть как-то заглушить тоску по старой России, Сергей Васильевич в основном общался с такими же русскими иммигрантами, а в доме у него была русскоговорящая прислуга. В США он добился оглушительного успеха. Как пианист он давал множество концертов за сезон. К нему пришли деньги и слава. Он долго не писал. Только в 1926 году, после длительного перерыва, снова начал и появились новые произведения. Например, «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром и вариации на тему Корелли, посвященные австрийскому скрипачу Фрицу Крейслеру, написанные также в Швейцарии. В эмиграции Рахманинов занимался также и благотворительной деятельностью. В числе тех, кто получал от него финансовую поддержку, был, например, русский писатель, а впоследствии лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, который, даже несмотря на то, что был почетным академиком изящной словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук, все равно эмигрировал во Францию. А также авиаконструктор, философ и ученый Игорь Сикорский, который после предупреждения о расстреле в этот же год выехал сначала в Лондон, а затем эмигрировал в США, где основал авиационную фирму. Известно, что Сергей Рахманинов лично участвовал в его предприятии, занимая должность вице-президента. Так, чтобы спасти фирму Сикорского от разорения, он прислал ему чек на $5000. На сегодняшний день в перерасчете это около $100 000. И когда к 1929 году финансовое состояние фирмы улучшилось, Сикорский вернул эти деньги Рахманинову с процентами. Вопреки сформировавшемуся представлению о Рахманинове как об исключительно творческом человеке, не интересующемся политикой, композитор обладал ярко выраженной гражданской позицией. Его антисоветские высказывания в эмиграции не были результатом влияния окружения. Так, в 1931 году он стал одним из 110 известных эмигрантов, обратившихся с призывом к Госдепартаменту США воздержаться от закупки советских товаров. Это был знак протеста против мракобесия, что творилось на его родине. В ответ же музыка Рахманинова, которая теперь стала, цитирую, «отражение загнивающего мелкобуржуазного духа, особенно вредного в условиях острой борьбы на музыкальном фронте», просто перестала звучать в СССР. Леонид Парфенов так описывает этот жест. Цитирую. Реакция последовала, когда 5 и 6 марта в Большом зале Московской консерватории оркестр и хор Большого театра исполнили симфоническую поэму Рахманинова «Колокола» на стихи Эдгара По в переводе Константина Бальмонта, ныне тоже иммигранта. Видимо,
Властные инстанции довели содержание американского письма до лояльной музыкальной общественности и заказали проведение пропагандистской кампании. Рахманинов и Бальмонт аттестуются заклятыми врагами советской власти, белоэмигрантами-фашистами. Далее следует заявление партийно-комсомольского собрания Высшей музыкальной школы имени Феликса Кона. Так в это время называется Московская консерватория. Исполнение колоколов в момент обостреннейшей классовой борьбы оценено как попытка сплочения и организации враждебных нам сил реакции. Третья заметка – единогласное постановление Общего собрания педагогов и студентов бывшей консерватории. Коллектив требует прекратить исполнение и печатание творчества матерого врага советской власти белогвардейца Рахманинова. В связи с контрреволюционным выступлением правление МУЗГИЗа, музыкальное государственное издательство, постановляет запретить перепечатку произведений Рахманинова, а выпущенные ноты изъять из продажи. Но уже позже, в годы Великой Отечественной войны, 28 июня 1941 года, он выступил с публичным заявлением, что, независимо от отношения к большевизму и Сталину, истинные патриоты России должны помогать своей отчизне, одолеть агрессоров. После он совершил 5 турне с концертами по США и Канаде. Доходы от этих турне, многие десятки тысяч долларов, перечислялись им в Американский фонд помощи Советскому Союзу. На деньги пианиста для советской армии был построен боевой самолет. Еще до эмиграции он активно интересовался техническими новинками, занимался хозяйством в Ивановке, принимал участие в деятельности российского музыкального издательства Кусевицкого. Денежный вопрос для него никогда не был второстепенным, так как с молодости он самостоятельно зарабатывал на жизнь. В доэмиграционных письмах часто обсуждаются финансовые вопросы, в частности, суммы гонораров за концерты. Так, однажды в интервью на вопрос, хорошо ли оплачивались его выступления, он ответил так, цитирую: «Хорошо, но не так, как получают наши певцы и певицы. Я получал по 1000 рублей за концерт». Когда же Рахманинов приехал в Америку в 1918 году, гонорар за концерт, согласно его первому контракту, составлял уже $500, плюс 50% от продажи билетов. В сезон же 42-43 годов гонорар Рахманинова вырос в 5 раз, до $2500 за концерт. Так, подводя итог жизни Рахманинова, стоит упомянуть письмо 1940 года консулу Америки, в котором он, излагая просьбу предоставить визу своей дочери Татьяне и ее семье, сообщил, что его доход превышает $50 000 в год. А по оценке американского исследователя Гейла, цитирую, согласно американским стандартам 1943 года, Рахманинов умер богатым человеком, имущество которого оценивалось в более чем $700 000. В перерасчете на сегодняшний день это составляет около $20 миллионов. Столь высокий доход связан не только с исполнительской карьерой, но и с тем, что он постоянно вкладывал деньги в разные предприятия и ценные бумаги. Не все его дела оказывались успешными, и сам Рахманинов даже завел отдельную папку для документов, которую назвал «Мои неудачные предприятия». Последний свой концерт Рахманинов дал всего за 6 недель до смерти. В середине февраля 1943 года композитор совсем плохо себя чувствовал, появилась слабость, начали болеть руки. Его доставили в больницу, но выписали, не найдя ничего серьезного. Положение все же ухудшалось, и его жена решила пригласить домой знаменитого американского хирурга. Тот сразу же поставил неутешительный диагноз – быстро прогрессирующий рак. 20 марта Сергей Васильевич не смог прочитать поздравительные телеграммы и письма, приходившие со всего мира в честь его 70-летия. Через 8 дней он умер в своем поместье в Беверли-Хиллз. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!